Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про вывод в речь, потому что по этой теме всегда очень много вопросов. В моей практике учителя были такие моменты, когда ученики прекрасно знали грамматические правила и без ошибок делали упражнения на грамматику, но при этом говорили неправильно. И неважно, на каком языке они говорили, на русском или на английском. Давайте разберемся, что же нужно делать. Нужно сделать 3 шага. Первый шаг – знакомство. Знакомимся с правилом, словом или фразой. Когда мы знакомимся с человеком, мы запоминаем лицо и имя. Также и здесь получается, что когда вы знакомитесь со словом, то вы узнаете. Если умеете узнавать, значит познакомились. Как происходит знакомство, вы все знаете. Показываете предмет и называете его. Или фразу, и чтобы люди ее могли узнавать. Или можно познакомить с правилом. Шаг второй. Устная отработка. Отрабатываем устно. Это очень важно. Нужно отработать все слова и словосочетания. Например, в теме предложенный падеж мы ставим в этот падеж все слова, которые мы знаем. В доме, в облаке, в кофе, в чае, в коробке, в книге. Все слова, все до единого. Обратите внимание на 2 момента. Во-первых, ученики здесь вовлечены, работают их мышцы, работают их уши. Это отличается от того, когда вы читаете лекцию, как я сейчас, например, говорящая голова, да, и вы сами ничего не говорите. Нам нужно, чтобы говорили ученики, у нас вывод в речь. Поэтому мы заставляем двигаться мышцы их речевого аппарата. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы это уже знаете, что вам нужно, чтобы сказал это ученик. И что если ученик этого не скажет сам, то за него это никто другой не скажет. Он по-другому не научится. Второе замечание, для чего нам нужна эта устная отработка. Когда мы говорим, вот нам не хватает времени на то, чтобы вспомнить правила. Это очень речь замедляет, я надеюсь, вы с этим согласны. Поэтому нам и нужно, чтобы все отскакивало от зубов. Поэтому мы должны повторить все много-много-много раз. В каждом падеже, который изучаем. Ну и шаг 3, мы разговариваем. Мы все отрабатываем в мини-диалогах, которые, собственно, есть в учебнике. Это наши маленькие говорящие головы, которые дают образец вот этих маленьких диалогов. И мы начинаем ходить по кругу. Очень важно здесь уйти от внутреннего перевода. Как от него уйти? Повторять. Повторять за учителем. Повторять полностью вопрос. И старайтесь добиваться этого повторения постоянно, когда вы задаете вопрос. И вы тогда увидите, потому что если ученик вопрос не понимает, то вряд ли он сможет его повторить. Ну и в разговоре нам очень помогают игры-угадайки. Например, наша игра про одежду в разных цветах. Андрей в черных джинсах, там Катя в зеленом платье и так далее. Нам помогает описание картинок. Например, вот описание вот этой картинки. И вы начинаете спрашивать: собака спит, собака читает. И ваш ученик отвечает: нет, собака не спит, собака читает. Где девочка сидит? Девочка сидит на облаке. Вот когда вы все проговорили, когда вы в речь вывели, вот тогда можно читать и писать. Пишите ваши комментарии. Спасибо вам за внимание.